Диефоб. По завершении стремительного бега пришел черед борьбы. В битве борцов крепкотелых две составились пары. Против Гектора вышел башни из плоти подобный Зевса великого сын Сарпедон благородный. Юный еще, но крепкотелый и сильный, Гектора брат Диефоб вызов героям бросал, отозвался немедля Парис неутомный. Чресла свои припоясав, стали друг перед другом, взглядами встретились, яростно, твердо, упорно их устремляя, еще не коснувшись друг друга, уже меж собою схватились. Только наивный считает, что мускулы дело решают. Борется дух, без него тело не выдержит. Сникнет сильнейший, могучий, члены станут как студень, если упорный соперник стойко его отразит. Сила не все. Ей также потребна опора, воля ею послужит, презревшая немочь, а с нею к цели высокой стремление, вера в победу, готовность все превозмочь и бесстрашие. Каждый герой сообразно с нравом своим учинял. Где состязались царевичи, Сарпедон с Приамидом, будто сошлись две стены. Грозно, уверенно, мощно борец на борца воздвигался. Схожи сноровками, силой подобны, но Гектор быстрее, подвижнее. Чуть наклонившись, ногой улучил под колено ударить ликийца. Тот, утратив опору, сам силой своею на землю влегся. Дальше уж было несложно над ним превосходства достичь. В паре другой Диефоб, пылкий и гордый, рвением полнился. Жаждал безродного выскочку так укротить пред народом, чтобы царей превосходство ни в ком не рождало сомнений. С яростной страстью напал на Париса. Тот, хоть и юн, безрассудству не стал угождать, слепо бросаясь вперед. Встретил напор силой твердой, так прибрежный утес пенистых волн наступление встречает. Ярится, плещет волна своим буйством зеленым, сплошь укрывает утес. Будто и нет уж его, но недолго так кажется. Глянь, отступает вспять повернувши волна, только останки ее, хлопья прозрачные пены, жалко прилипли к утесу. Он же стоит, как стоял. Так и Парис, устоявший против неистовства юного, крепко схватил Диефоба, стиснул и резко рванул в круг бедра обернувши. Ноги того подломились, и пал он коленами на земь. Тотчас вскочить попытался, но мощные руки на плечи его быстрый идей наложил. Руки руками схватил Диефоб, полный неистовства, мышцы напряг, но, словно прессом давящим маслины, смял его гордый Парис. Вышли теперь победители друг против друга. Не мешкая, сблизились и обхватили торсы друг друга руками, плотно стискали, напружив мускулы рук и рамен. Вздулись багровые мышцы, кости зловеще хрустели, лица налились кровью, будто застыли фигуры, аркой живою воздвигшись.
Каждый искал то движение, которым противника крепость будет низвергнута на земь. Вся ведь борьба — это поиск, где слабина, уязвимость. Гектор со страшной силой стиснул Париса, как скалы, что семплегадами звались. Тот, казалось, от боли вовсе дышать перестал. Гектора близость победы беспечнее сделала. Тут же скользнули руки Париса под руки противника, хватку их ослабляя и как бы снимая оковы с тела уже обреченного. Желая вернуть превосходство, двинулся Гектор всем телом рук могучих оковы, пытаясь вернуть на Париса. Однако тот извернулся и, подхватив Приамида, в воздух поднял весь напружась и, не давая опомниться, на землю бросил с размаха. Грянул сиятельный Гектор, как глыба стремниной подточена, рушится в реку, брызги высоко взметая и нагоняя волну. Земля сотряслась от удара, пыль поднялась, а Парис, не давая опомниться павшему, на нем водрузился победно. Бык. С каждой победой Париса гул возрастал пересудов. Поражены и растеряны были трояне, не знали, как им понять происшедшее. Кто этот юноша из лесу вышедший, что в нем за тайна, и что знаменует победы его над героями славными? Грозный для Трои намек, грядущий упадок, тревогу вещуют, или, напротив, от Бога благословения знак. Кулачный бой — последние состязания. Решался их исход между двумя сильнейшими, царевичем Троянским Гектором и пастухом Парисом. Воловьими ремнями кисти обмотав, они готовились свести между собою счет. За день сегодняшний не раз уже узнали друг друга силу, ловкость и упорство. Казалось Гектору, что всякий раз победа ускользала от него случайно. Чуть-чуть, одно движение, одним мгновением раньше было все иначе. Коварней нету мысли. Пастух удачлив, кто оспорит это? Но в предстоящем страшном поединке одной удачи мало. Кулачный бой подобен палачу. Здесь падают удары, ломающие кости, способные дух вышибить, без памяти оставить. Подобен пытке, в нем не уцелеть, прольется неизбежно кровь бойцов, а кто-то, так бывало, жизнью распростится. Раздались звуки флейт, помощники Герольда вывели быка. Огромный, белый, украшенный гирляндами цветов, совсем жених на свадебном пиру, он важно шествовал в начале состязаний, проведенный пред всем троянским людом. Потом его укрыли под навесом, и вот опять пред всеми ждет исхода. Увидевши Париса, бык дружелюбно заревел и головой мотнул. Пошел жестокий бой. И сразу Гектор прянул мощной дланью, стремясь попасть противнику в лицо. Парис сумел избегнуть прямого попадания, но все же губа вспухла, кровь по ней течет. Он не замедлил тоже напасть на Приамида. Удар, еще удар и столько же в ответ. Звучали глухо, тускло тяжелые удары.
Им в тишине внимали трояне-конеборцы. Их лица искажались невольной гримасой, когда удар успешно противника крушил. В них отражение боли прочитывалось ясно, ведь свойственно живому на муки отзываться каким-то содроганием, без мысли и расчета. Уже дышали тяжко кулачные бойцы. Их головы гудели, все виделось туманно. Глаз уловлял движение, стремясь не упустить мгновение удара. Все остальное серо, как будто нет его. Обоим им достались немалые уроны. Кровь на руках, на лицах, да в общем-то везде. Как будто вышли с бойни, где целый день трудились. И тут случилось то, чего не ожидали. Какой-то ропот по толпе пронесся, смятение тревожное. То бык, служивший призом, разорвал ремень. Обилием людей и шумом раздраженный, он ринулся вперед, пути не разбирая. Глаза налились кровью, ноздри жаром пышут, раздутые едва ли не в кулак. Ревел, как демон ночи, людскую плоть пожравший, а не животное, чья пища травы и листва. Все разбегались в ужасе пред ним, ближайшие, узревшие яростного зверя и устрашенные его неистовой недолимой мощью, искавшие, на кого обрушиться. Ну а другие проникались паникой бегущих, и ничего еще не видя, только слыша вопли и рев свирепый, скорее оборачивали ноги, не смея оглянуться. Им казалось, что чудище вот-вот настигнет, злобно дышит в спину, и смерть уже близка. По сотням душ пронесся страх, одну сражая за другой, как смертная болезнь, как быстро пожирающий пожар в сухом лесу летит от ветки к ветке, глотая мигом целые деревья. Испуг у каждого умножился на ужас всех, и столь великим стало потрясение, как если б небеса на землю пали. Поверить трудно, что способны люди угрозу малую своим же безрассудством в беду всеобщую мгновенно превратить. 3 царских воина пытались преградить путь грозному быку. Но он их разметал, как буйный ветер листья, не задержавшись и на миг, лишь поведя по сторонам рогами венчанную мощной головой. Движение огромной туши вправо, влево, и далеко отброшены едва остались живы в доспехах медных стражей. Бык словно бы ослеп. Он несся, не имея цели, лишь ярость вымещая безудержным движением, и прямо на помост, где находились Приам с Гекубой. Парис увидел это и, бросившись навстречу, пред быком воздвигся. Казалось, тот сметет придерзкого. Но бык остановился. Бой после этого не стали продолжать, поскольку Гектор, подойдя к Парису, пред всеми громогласно объявил: «Вот победитель, не одних ударов мастер, он доблесть проявил, угрозу отвращая от четы державной». Кассандра. Когда Парис направился к царю, чтоб тот приветствовал его перед народом, пристранный вышел случай. Прямо дочь Кассандра увидела, что он несет огонь. От этого огня распространилось пламя, из-под помоста вырвалось, объяло трон отца,
взметнулась над навесом, поглотивший вмиг. Но главное — отец, Приам, он в факел обратился, застыв на троне, лишь его глаза из пламени смотрели скорбно, беззвучно губы шептали что-то. Страшен был его нечеловеческий покой и неподвижность в огне всепоглощающем. Ведь сколько боли, сколько! «Пожар, пожар, огонь, отец горит, спасайте!» Кассандра закричала иступленно. Рванулась к трону и, запнувшись о помост, упала. Смотрели удивленно и с тревогой на деву юную, почти еще подростка, отец и мать, и братья, и свита царская, и все, кто рядом был. Невольно оглянулись на Приама, что с ним? Но нет ни искры, признаков огня не видно никаких. На троне царь спокойно восседает. Обнявши дочь, сказал державец властный: «Тебе привиделось. Должно быть, от жары какое-то случилось наважденье. Тебе в прохладе надо отдохнуть». И знак подал придворным, чтоб позаботились о девушке. Она как будто находилась в трансе. Что, кто и где она? С трудом шагнула раз, другой. Все тело онемело. Гулко кровь стучала, в глазах плясали отблески огня. Священный знак. Ее шептали губы. Гекуба удрученно на дочь смотрела. Вот уже полгода она как будто не в себе. То вскрикнет иногда, заплачет, проснется среди ночи, бродит по дворцу, или ужасным криком будет всех домашних. Какой кошмар тревожит ее душу! При свете факела в лицо искажено, взглянуть бывает страшно. И рыдает горько, так неумолчно, безнадежно, как будто должно ей оплакать весь огромный мир. Сколько ни пыталась Гекуба что-нибудь о сновидениях узнать, молчала дочь. Лишь слезы тихо, скорбно из глаз катились. Если бы могла мать догадаться, что случилось. На празднестве в честь бога Аполлона, по завершении обрядов и священных игр, царевна утомленная уснула в храме. Покойно было ей. Бог света, которому служила и молилась, хранил ее надежно. Ни одна усталость, приятно было в храме находиться, в священном месте, ближе к божеству. Струился мягкий свет, в преддверии заката какой-то ласковый, задумчивый. Обыкновенные предметы в этом свете казались полными таинственного смысла, хотя, по сути, все наоборот. То, чем привыкли пользоваться, кажется обычным, как будто знаем досконально все его черты и свойства внятные. Нет места для загадок. О, простодушные! Мы пленники иллюзий. Наивно мним, что знаем, но лишь привыкли, пользуемся просто. Лишь что в вещах известно, как употребить для достижения цели. Но ведь цели наши. А каковы предметы вне тех свойств, которых служат нам? Мы видим каждодневно, повсеместно, с собою рядом мир непостижимый. А кажется, как будто все понятно.
Сколь утешительно привычки наважденья. Она и тайну обращает в ясность, скуку, в безделицу сподручную. Сошли бы вмиг с ума, когда бы догадались, сколь великий, грозный, крушащий разум смысл присутствует в простом и нам привычном. Мысли череда неспешно возникала. Причудливые тени от колонн, карнизов складывались в знаки, полные намеков. Царили тишь и свет, покой и отдаленность от обычных в беспечной суете идущих дел. Свет храма не иллюзии внушал, обыденному сообщая глубину загадки. Всего лишь возвращал вещам их истинную суть, которую обыденность стирает каждодневно. Уснула юная, а может, лишь казалось ей, что спит. Потоком мыслей унеслась, не только тех, что внятное сознание ей диктовало. Много больше мыслей присутствует во всем, что окружает нас. Но мы огородились собственным сознанием, лишь то распознаем, чему калитку сами отворяем. На все печать стремимся наложить, что без нее прохода не получит, увидено и понято не будет, хоть кричи. Так чимся своим разумом тщедушным всему установить значение и роль. Не истины взыскуем, а порядка, который устанавливает «я», на все глядящее ревниво из-под лобья. Фатальный страж. Вот и выходит, сознаем лишь то, что «я» признала, подтвердив своим суждением, как правило, и скудным, и пристрастным. Блаженно простодушие, в котором нет межи между собой и сущим, чувством и вещами. Кассандра юная в доверии святом не только свои мысли сознавала, но также прочие, что полнят мир. В них пребывая, не могла понять, она во сне или бодрствует, или почила вовсе в ином пространстве оказавшись. Такая мысль возникла не случайно. Свет закатный, озарявший храм, закону уходящего светила повинуясь, как будто меркнуть должен, гаснуть постепенно свои права припоручая ночи, извечно так ведется. Но в этот раз, или в том новом месте, где оказалась юная царевна, совсем иначе все происходило. Не гаснул, возжигался свет, все ярче он сиял, как будто солнце с нею рядом в храме восходило. Испуг в нее проник. Она сгореть боялась, хотя не жгло сияние, себя вверяла свет. Испуг как будто вовсе не ее. Он, как жучок или мошка, досадливо щекочущая ногу. Боялся кто-то в ней, какой-то маленький, никчемный, посторонний. Она же знала, Бог всеблаг. Не может Созидатель, источник света, им дарящий жизнь, нести угрозу. Никакое зло не может исходить от Бога. Всем естеством, биением сердца, юности, дыханием она про это знала. Свет некий облик блещущий обрел. Черт не понять, но ясно, что видел он ее.
Не просто свет струился, но кто-то светом был. В ней все возликовало, радость беспредельная открыла ей так ясно, что любит ее Бог. «Как хорошо, о Боже!» — воскликнула невольно. Смутилась и умолкла, но ей ответил свет. Чистосердечием увидела ты скрытое от глаз. Быть может, и не ведая, ты выбор совершила. Как есть решила знать. Но это трудно людям в мире искаженном, где властвует предвзятость. Они не видят, слушая внушения, старательно им следуют, как долгу и нужде. Ты не боишься видеть? Может быть, боюсь. Ведь я не воин, только страх какой-то сморщенный, далекий, безобразный, он мне совсем чужой, от Бога отдаляет, а блаженство в Боге. И нет сомнения, что сейчас узнала любовь божественную к людям, не хочу забыть. Она немеркнущее пламя, что не опаляет, а лишь питает жизнь. «Пусть будет так», — промолвил свет. «Тебя коснусь я, чтобы сохранить в тебе навеки дар все видеть, не ложно и превратно, а как есть. Но предостерегаю, дар непростой, в нем испытаний множество и тягот для тебя. Главнейшее, тому, что будешь видеть, люди не поверят. Ведь их глазами видится иначе. Туман пристрастий, множество подмен, которые привычка совершает, ложное внушение умов, чувств, разноречия к тому приводят, что удобство предпочитают люди, а не достоверность. «Я не боюсь», — она сказала просто. «Быть может, мне несчастье суждено, но лучше так, чем пребывать в обмане и сером сумраке, считая, будто видишь свет». «Ты выбрала», — изрек ей свет, и уст коснулся, словно поцелуем. Сияние частица, капелька тепла в нее проникла. На губах, на небе, в гортани ощутила, а потом везде. Мгновенный жар пронизал, им себя узнала, и будто тень прозрачная, горчинка легкая на языке. С тех пор переменился для Кассандры мир. Как будто те же лица, вещи, ход событий, но в них иначе все, не так, как люди зрят. Все превращается неуловимо, раздельное сливается в одно, а что единым полагает, делится, дробится на множество различий. Она не прорицает, просто видит, всего лишь видит то, что вправду есть. Воскресший. Кассандра знала, должен умереть, явившийся неведомо откуда нежданно воскрешенный брат. Он злое провозвестие для Трои, неотвратимое. Не он погубит город, тот сам через него урон смертельный нанесет себе. В том и беда. Но надо что-то делать. Она сцепила руки, не разнять до боли белизны ногтей, как будто напряжение безмерное способно подсказать ответ. К ней Дейфоб неспешно подошел. Плеча коснувшись, вопросил с недоуменной улыбкой: «Что ты увидела, сестрица?
Наш отец жалеет о тебе. Быть может, есть обидчик? Кто тебя расстроил? Он не обидчик, а лишь испытание. Все, что есть худшего, проявится. Не понимаю, ты о ком? Парис наш брат, который, как считалось, 20 лет назад покинул этот мир. Вмиг Диефоб в лице переменился. Покинул и вернулся. Ловкие дела. Пастух наш брат? Но как, откуда, может ли так быть? Пророчество ужасное с его рождением совпало, будто факел он. Сгорит, погибнет Троя, если мы не сможем... Погибнет Троя? Этот негодяй из лесу вышедший, успевший нас унизить, еще и смерть накличет? На город весь? Прими его с любовью, Диефоб. С любовью? Ты вконец рехнулась, мелешь бред. Поверь мне, лишь одно способно отвратить беду от города. Конечно, знаю средства. Его как не было, так и не будет. Он брат или злой дух, мне это безразлично. Своих я знаю с первых дней моих, кто обо мне заботился, кто радовал, с кем затевал проказы, с кем жил и вырос. Ну, а тот чужак, он в наш явился город, чтоб раздор посеять, и смуту уже внес. Зло в корне пресеку. Не зря он бесит так, как будто мы враги с рождения. Погоди, послушай, пыталась вновь воззвать Кассандра к Диефобу. Однако тот, досадливо махнув рукой, прочь удалился, гневом воспален. Без промедления Париса стал искать. Увидев, побежал к нему, меч обнажая. Сразу распознал Парис его намерение. Нетрудно угадать. Он безоружен, и к тому же сразить царевича не меньшая опасность, чем встретить его меч. Парис бежать пустился. Диефоб за ним. Такое состязание сегодня уже было. Цена другая, впрочем. Там слава, а здесь жизнь. И как нерьяно мчался Диефоб, пылая жаждой мести, Идей опять его опередил и скрылся в храме, к алтарю припав. У Бога он просил защиты. Неистов Диефоб пытался недруга настичь и в храме, от ярости его обуявшей ослеп. Но бывшие свидетелями стычки его остановили. Приаму сообщили новый странный случай, что вот едва убийство не случилось, два юноши повздорили, наверное. Царь недоумевал и приказал обоих привести к нему ответствовать. Все так же возбужденный Диефоб и при царе пытался сразить Париса, вне себя кричал: «Он гибель Трои, спросите у Кассандры, он злой дух, явившийся из леса, чтобы всех унизить и, надсмеявшись, погубить». Приам печально головой качнул. «Да что это такое? Мои дети как будто разума лишаются. Одна, теперь другой». И повелел всем рассказать, что знают. Из их речей он начал понимать, что тот младенец, некогда убитый, остался жив и перед ним стоит. Колеблясь, побледнев, к Парису обратился. «Что знаешь, юноша, об обстоятельствах рождения твоего?» Тот гордо отвечал, на Диефоба глянувши с презрением: «Мои родители — медведица и стат-смотритель, Агилай почтенный». «Агилай!» — воскликнул царь. Немало это имя ему сказала. Тут же привели пред очи царские старинного слугу,
который одряхлел на службе властелину. Испуганный, дрожащий, запинаясь, он нехотя поведал, как принес младенца в чащу и там оставил. Все равно погибнет, решил в себе и убивать не стал. Прошло 5 дней, и он туда вернулся увидеть тело и похоронить. Но чудо! Жив младенец. Медведица огромная его нашла и молоком питала, будто медвежонка. Священный страх и трепет охватил слугу. Тот дикий зверь, которому ество комок бессильной плоти проглотить велело, дитя помиловал. «Неужто диким зверем я должен быть?» — воскликнул Агилай, как будто возвращаясь в день давно ушедший. Забрал младенца, вырастил его, как пастуха. Какое горе в том, что жизнью неприметной и простой вдали от царского чертога будет жить. Винюсь перед тобою, государь, последовав пророчеству зловещему, готов был учинить злодейство над одним, чтоб многих худших бед не вышло для державы. Закончив свой рассказ, пал ниц перед царем. «Тебя прощаю», — произнес Приам, — «и сына признаю». Слова давались трудно. Советник царский, озаботясь, сказал Приаму тихо: «Но как же то пророчество? Не ждет ли горе Трою, коли пренебрежем подсказкою судьбы?» Не раз об этом думал, сокрушался сердцем. Ведь женщина, которая рожает, обуянная страхами и болью, присниться может многое, и худшие кошмары подчас нам застят взор. Но нужно ли всему беспрекословно верить? Однако прорицатель опытен в знамениях. Мой сын Исаак, да, он имеет дар, но взвесить надо, что от первой моей жены рожден. Так думаю, что он возревновал не кстати о Гекубе, и мрачно ее сон истолковал, пристрастию поддавшись. Его не обвиняю в намерении преступном, но бывает часто, что нами движут чувства, неявные для нас. Подспудных сил влияние сильнее, чем то, что сознаем. Когда была б нужда решимости Приама прибавить лишний голос, то радостью Гекубы был бы убежден. Услышав, что случилось, она сошла к Парису и обняла порывисто, и, плача и смеясь, как будто укрывала от горести и бед. Приам провозгласил о воскрешенье сына, и пир обильный, шумный всему подвел итог. Троя. Счастливая оказалась перемена. Парис идей сникал, а Александр являлся. Почетом окружен. Внимание к нему полны троянский царь, тем более царица. Понять их можно. Чудом к ним вернулся давно оплаканный и погребенный сын. Свою вину, что 20 лет томила, они теперь охотно избывали в заботе о Парисе Александре. Он радовался жизни, что пред ним явилась, как радуется солнцу на рассвете, простору неба над рекой широкой.
Ни сан его прельщал, и ни богатство, он их не сознавал. Но обретенная семья, отец и мать, великий город, многообразие свободной гордой жизни и поприще героя, несомненно, сколь вдохновенны дни иные. Как равного радушно Гектор принял новоявившегося брата, иначе Диефоб и многие другие. Будто досаждал им случай этот. Каждую промашку Париса подмечали, строили интриги, смеяли зло. Парис стремился доказать троянам, что он достоин участи высокой. Но получалось разно. То выходит плохо, где непомерно жаждем преуспеть, своим пристрастием себе же и мешаем. Кто хочет меньше, достигает больше. Таков закон удачи своевольной. Несправедливым должен показаться, но так на первый взгляд. Ведь своенравная удача любит одарять, себя явить хозяйкою событий. Чрезмерное старание, как будто ей в укор. Преуспевает тот, кто действовать готов, но кто не меньше и на ход вещей умеет полагаться. Кто не тревожит сердце своего избытком упований, вызовами мнений, заботливостью лишней, все имеет меру. Парис вначале жил бесхитростно, как он привык на Иде. Но вскоре убедился, что дворец скрывает гораздо больше темного, чем глухомань лесов. Среди предубеждений и расчетов, скрытых целей, лицемерных слов, ревнивых самолюбий заблудиться проще, чем меж деревьев, впадин и пригорков, отвесных скал, петляющих ручьев. Как ни сурова, сумрачна природа подчас бывает, ясность в ней живет, которой человеку не хватает. Он слишком много тщится, а живет чуть-чуть. Энона родила ему ребенка, мальчишку славного, но во дворце скучала. Среди строений Трои иногда бродила, потерянно уныла. Казалось ей в гробнице каменной, огромной, пышной, ее замуровали заживо. Хотелось ей бежать, нырнуть в прохладные речные волны. Другие женщины Приамова семейства к ней неохотно обращались и едва терпели, общения старались избегать. Ни шуток их, ни тем для разговоров, ни ощущений повседневных, ни забот, которым предавались с усердием, она не разделяла. Были ей чужды подарки, украшения и изыски одежд, азарт разнообразных пересудов, кичливость друг пред другом, похвальба служанкой, надменность и манерность. В общем, почти все, чем жизнь наполнена наполовине женской. Она дикарка, лес ей дом родной. Так об Эноне свысока насмешливо судили. И уязвленно вместе с тем. Парис немало претерпел обид. С похвальным простодушием стремился в большой семье Приамовой любовь снискать, какую сам наполнен. Искренне радушен, готов полезным быть, но то и дело получала страстку, как лбом о стену, прозрачную и твердую.
не понимал неприязни почти всеобщей. Ведь никому и толики ничтожное зла не причинил, наоборот, ко всем добросердечен, но будто сквозь колючие кусты он продирается, ободрана вся кожа, порезы, ссадины. Все это злоба в сущности, но тихая, скрытая, без вызова разит из-под Борис мучительно искал причины, себя корил не раз. Свою неискушенность, неуклюжесть. Наивный распознать не мог людской обычай. Никому нет дела, каков ты. В каждом безотчетно свой интерес наш ближний видит. Себя по сути зрит. Все другое — лишь отблески его забот и предпочтений. Хорош или плох тот человек? Какое дело мне? Об этом Бог рассудит. Удобен, неудобен — вот людская мерка. К тому же глупо думать, будто каждый свое суждение имеет о тебе. Ленивы и скудны у большинства их мысли. В пределах узких движутся, их на себя хватает не всегда. Сколь много и важное для судеб небрежно оставляют люди без помышления малейшего, как будто жизнь не их, а чья-то, чужая вовсе. О другом задуматься, внимание уделить, иметь характер, чтобы самому суждение вынести и следовать ему — редчайший случай. Не сам решает, пользуется только расхожим мнением. Тем более, что люди друг другу не равны. Есть важные персоны, чье мнение закон. И если некие влиятельные лица полны неприязни к кому-то, держись, о друг. Поток обильно мутный потечет от челяди презренной, шушуканье и сплетни, козни и наветы. Толпа охотно ловит взгляд вельможный, исполнясь рвения, не знает меры в низости простецкой. Есть царь, но есть и двор, и кто правитель, не всегда поймешь. А большинство в Приамовом семействе Бориса не взлюбили. Был не кстати, помеха, неудобство, укоризна. Он просто раздражал, лишь тем, что он другой. Пустячный случай говорит об этом красноречивее больших событий. За трапезой однажды младший сын Приама, почти ребенок, голос не окреп. С Борисом рядом отказался сесть. «Но почему?» — спросили удивленно. «Не пахнет он, как мы», — скривилось норовистое дитя. Ведь впрямь Борис не очень почитал обычай маслом благовонным себя умащивать. Что лучше чистоты? В одежде, занятиях, привычках не меньше разного. А что от нас отлично, не сыщем доброй воли похвалить. Бывало, говорил в сердцах Эноня: все эти пышные одежды не по мне. Или на колесницах бег, любезный отпрыском державным, еще немного, кажется, и вовсе перестанут ногами землю мерять, прирастут к упряжке. Бессильная досада. Прошли года, и радость в них, и горечь. Что было хорошо, то вдохновляло. Впрочем, просто свыкся. Все хуже, нестерпимей было б, но выручает нас привычка. С годами изменился Александр.
Он как-то посуровил, редко улыбался, глядел пытливо, а подчас и грустно. Он научился злости, скрытности, расчету, коварству даже, к роскоши привык. Случайно раз услышал братьев разговор, свидетелем невольным оказался. Сиятельному Гектору ответил Диефоб. Парис? Да он никто, кусок природы, равный всем другим, неисчислимым, разным, безымянным, и схожим в том, что нет в них ни начала, ни внятных черт. Однако же живое, живое, да, живое, вот если в небе без конца и края отдельный контур выделить, что в нем окажется отличным от иного? Куда ни кинешь невод, выловишь одно. Любой кусочек неба равен остальному, равно живой, но и всего лишь миг огромного всеобщего движения. Не скажешь даже, это есть иль то. Сквозь все частицы целое глядит, собою поглощая без остатка. Божественное целое. Пускай. Возьми любой листок, булыжник серый, пихтовую шишку, песка пригоршню и возьми Париса. Такой же он, различий не сыскать. Ты будто обличаешь безыскусность. Конечно, обличаю. Создан человек, чтоб след оставить. Он имеет имя, лицо и нрав, особенность призвания, чтоб путь свой проложить. Так кажется, но ближе рассмотри. Различные имена, но суть похожа. Светило, что одно на небе тысячу слепящих блесток рассыпется, в речной стихии отразившись. Они не солнце, только отражение, бессильное подобие, ни света, ни тепла. И лишь зайдет светило, вмиг исчезнут. А как блистали! И сколь неисчислимы, каждый мнил себя особым солнцем, с именем и ликом. Но кто же солнце, если все подобия ничтожные? Я не сказал о всех. Имел в виду кичащихся напрасно своей особостью, которой на поверку не больше, чем воды в дырявом решете. А солнце Бог должно быть. Что-то не пойму твоих намеков. Ведь как будто лестно подобием Бога быть, но как-то так выходит, что обличаешь ты. Парис не слушал дальше. В нем гнев и стыд сошлись в одно нещадно ранящее чувство. Оно покоя не давало и взывало. К чему? Не назовешь отдельным словом. К попранию, возмездию, успеху, к той славе гордой, что закроет рты всех злопыхателей навеки. Эрот. Все чаще вспоминал Парис тот давний день, 12 лет прошло, когда на иде юношей вручал заветный плод бессмертным. Он представлял с каким-то упоением, что выбрал дар одной из 3 богинь. И как тогда посмотрели на него все те, которые сейчас гораздо подтрунить, небрежно отмахнуться и в упор не видеть. О, как бы ваших лиц переменился вид! Когда б явились вы перед царем великим, ничтожными рабами милости ища, перед героем грозным с трепетом до дрожи, или пред мужем, чьей женой прекраснейшая стала вам на зависть. Досада выест все нутро, желчь пропитает тело. В себе взывал великая богиня Афродита.
Твой дар, давно обещанный, готов принять я ныне. Что пастуху непостижимо было, теперь царевичу и внятно, и желанно, для милости твоей готов сосуд. Не забывает слов своих богиня. Сначала мысли, грезы превратились в зов, все более настойчивый. Обильною жертвой Александр Парис сопроводил свои моления. И час настал. Предстатель появился богини сладостной, Эрот стремительный, непобедимый, ловкий. Негромко, вкрадчиво Парису говорил: «Я сила древняя, которой даже боги подвластны, не желая знать о том. Частицы от меня во всем сокрыты сущим, и движимое ими все послушно льнет одно к другому. Впрочем, все сложней». И тут Эрот слегка коснулся лба Париса. Тот оцепенел. На миг увидел он, как все едино, пронизанное насквозь светом и огнем, который тут мерцает вкрадчивым теплом внутри природы заключенным, так под вуалью тонкой прячет облик египетская жрица. Там жаром нестерпимым ослепляет, пышет. Дальше мириады живых неугомонных искр пространство укрывают, теряясь в бесконечности. Не видно им конца. А где-то целые огня потоки в спирали грозные сливались, и вокруг сияние невыносимое, восторг и страх внушавшее, в нем исчезал бесследно. Всего лишь краткий миг касанье длилось. Продлись чуть дольше, потеряешь разум, может быть, сгоришь. Парис увидеть ничего не смог, лишь захлебнулся огненным видением, движением, пронизывающим все. «Как мир огромен!» — только смог воскликнуть. «А мы в нем миг бесплотный, любые формы, все, что налицо, обман тщедушный». «Не так, чтобы совсем, — сказал Эрот с усмешкой, — и что красиво, то, пожалуй, есть». «А кто же красоты творец? Быть может, ты ее хозяин?» Эрот вздохнул и улыбнулся тонко. «Я не повелеваю красотой, а лишь использую ее принады ловко, чтоб страсть внушить. Вот это уж мое». «Но страсть пылает в стольких существах, они бесчисленны, и как возможно...» Эрот его прервал небрежным жестом. «Я очень ловок, поспеваю всюду и даже вездесущ, как только захочу». «Так что же, мир спасется красотой?» Эрот промолвил, помрачнев внезапно. «Все в сочетании одно с другим свой смысл приобретает. Губительно живущим красота, когда весь мир исполнен силы злой. Она в груди таящийся раздор на волю выпустит, и станут между людьми жестокость, брань и гнев и ложь и зависть. Кичливой дерзости служителями станут все те, кто прежде доблести служил. Все силы зла, сокрытые в всем мире, появятся по зову красоты. Безмолвная, она взывает громче, чем хор трагедии и воинский пиан». Парис порывисто ответил, сам себе внушая: «Что выше торжества даруется судьбой, в
В порыве торжества являются нам боги, и смертные становятся богами, когда душа их дышит торжеством. Нет больше торжества, чем овладеть прекрасным, всех посрамить и к зависти принудить, пусть нею захлебнутся гордецы. О, как я вижу, счет немал имеешь. Эрот лукаво усмехнулся. Не слыша замечания его, Парис продолжил. Красота, подвластной став, дарует радость, счастье и утехи, утехи, для которых смерти нет. И, помолчав, добавил в завершение. Кто восторжествовал, избавлен тот от рока. Он в мире неземном, и кто соединился с красотой, вознесся над обычную судьбой. Эрот махнул рукою беззаботно и улыбнулся вновь. Как пафосно и глупо, извини. Тот, кто вознесся, и падет легко. Злопамятна судьба. Она без устали следит за тем, кто хоть на вдох один избегнул ее воли непреклонной. Не спит и не прощает. Не отвращая взора своего, она глядит и ловит час коварный, когда героя торжество оставит. Хотя бы на мгновение, на долю краткую моргнувший глаз и смежившийся век. И хоть глаза открыты вновь и смотрят зорко, но видят мир иной, переменившийся и неблагоприятный. Лишь только щит надежный опустился, как тут же без минуты промедления судьба разит умело и нещадно, взыскуя долг, который не давала. Парис был неприятно удивлен. «Не понимаю, ты грозишь мне роком, как будто мне помощником явился. Зачем же мрачные зловещие картины рисуешь, красок не жалея и трудов?» Эрот на это смехом отвечал. «Завесу перед смертным приоткрыть — нелепая и зряшная затея. Вы видите лишь контуры вещей и внемлете лишь голосам пристрастий. Любую тайну вам открой, останетесь незрячи. С собою говоришь ты, не со мной. Типично для людей. С собой обуянные, влечетесь постоянно туда, где самолюбие утешится вполне. Так просто смертными владеть. Но как же скучно. Я потому забавы измышляю постоянно. И признанный потехи мастер зовусь веселый бог. И беспощадно, как я слышу. Да, не без того. И снова весело Эрот расхохотался. А после, отсмеявшись, предложил. Давай же к делу. Снаряжай корабль и отправляйся в Спарту, где живет прекрасная Елена. Как прибудешь, с почетом тебя встретит Менелай. Ты же не теряйся. Я помогу тебе, и волею богини Афродиты ее благодари. Ты обретешь жену, прекраснейшую среди всех на свете. И завершил с лукавой усмешкой. На зависть всем. Парис немедля к сборам приступил. Искусный мастер Ферикел, преемник ремесла отца и деда, ему сооружал корабль быстролетный. Энона всячески пыталась его отговорить. Себе на горе, на погибель Троя замыслил свой поход. Остановись в дерзании ненужном, себя погубишь, счастья не найдешь. Парис ответил резко. Взыщу за поругание отца, за гибель деда его семьи, к Данаям грозным мстителем явлюсь. Они Дарданам нам немало задолжали. А что ты сделаешь? Они разрушили наш город, ну а я
их гордость. Но почему же в Спарту? Геракл Теринский, Теламон Игинский, все аргивяне, а в Аргосе царем Атрит. Его брат в Спарте. К тому же там трофей особый есть. Энона усмехнулась горько, но уточнять не стала, о другом спросила. Ламедон, конечно, был выжига, имел характер скверный, но за что Геракл весь город разорил? И для чего убил всех отпрысков троянского царя? Боялся, видимо, что некогда от корня им срубленного древа мститель возрастет и учинит бесчинство над его потомством. И что ж теперь? Явился мститель. Твои понятные чувства, но подумай, когда сводить мы будем счеты, то вечности не хватит, даже 2. От века к веку будет длиться распря. Пожар неугасимый, в нем сгорает все. Кто прав, кто виноват и кто случайно рядом, погибнут скопом, без разбора. Кому в том радость? Если так судить, сидели б все в своих домах, и не было бы отваги, подвигов и чести. Твое сужденье женское. Энона грустно головой качнула. Мужское, женское, есть правда и неправда. Тебя я вижу раненым смертельно, и сердце болью полнится. Когда случится это, вспомни обо мне. Спасу тебя. Мне снадобья известны, каких не ведать вашим лекарям. Парис воскликнул гневно. Пророчишь мне беду? Тебе не верю, и богине доброй судьбу свою вручаю. Ты же отойди с пути, который вижу пред собою. Они расстались, чтобы никогда уже не встретиться. Царевич Александр на быстрых кораблях к Дунайским берегам с надеждой устремился.